Всех приветствую, дорогие друзья, на канале PakeMaker. С вами, как всегда, я, Михаил. Продолжаем нашу рубрику 40 персонажей из разных игр, которые прохожу. Всем приятного просмотра и аппетита тем, кто кушает или пьет чаек. В этой серии я расскажу про игрок из игры Need for Speed Carbon и Need for Speed Most Wanted. Игрок берет на себя роль определенного главного героя Need for Speed Most Wanted и Need for Speed Carbon. Герой принимает участие в уличной гонке Палмут-Сити, выступая на автомобиле Toyota Supra своего друга Дариуса. Он бросает вызов лидерам других команд и успешно стартует, ведя на протяжении всего заезда равную борьбу. Прямо перед самым финишем ему удается вырваться вперед и пересечь финишную черту. Из зрителя совершается полицейская облава. Все участники, за исключением главного героя, оказываются арестованы. Никки, ожидавший победителя с денежным призом на руках, успевает передать его герою, закинув сумку с деньгами в машину, но сама оказывается схвачена полицией. Дариус советует покинуть город. Герой покидает Палмут-Сити и по пути обнаруживает, что вместе денег в сумке лежали простые бумажки. Заводи. Игрок прибывает в Рокпорт на BMW M3 GTR и принимает участие в гонках. Игрок бросает вызов черному списку, который содержит самых известных гонщиков Рокпорта, и начинает с номера 15 – Razor. Игрок, однако, проигрывает ему из-за заклинивания двигателя, из-за чего игрок проигрывает гонку и свою поездку. После того, как сержант Кросс взял его под стражу и освободил из-за отсутствия улик, игрок вновь пытается попасть в черный список, но на этот раз с помощью Мии, Таунсета и Роджера. Мия рассказывает игроку, что Рейзер испортил машину игрока и стал номером 1 в черном списке. Это ящик с болтами? Дай-ка. Давай свой техпаспорт.
Он бешеный. Осторожно, этот гад что-то задумал. Сперва возьму тачку, малый, а твою подружку потом. Утрешься, болван. Эй, будет непросто. У него тяжелый танк, так что смотри в оба. Машинка класс. Ему она больше не понадобится. Эй, так где мои деньги, Что а? такое? Да, все закончилось хорошо. Да, продал частое, сколько планта. Но машинка класс. Уж я о ней позабочусь. Да, тачка зверь. Слишком хороша для тебя. Эй, Мия, солнышко. Давай отпразднуем победу. Копы! 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 Смывайся теперь, болван. Я думал, ты приличный человек, а ты преступник. Эй, а машина твоя где? Осиротела. В тюрьму он ее с собой не возьмет. Ему там и без нее будет тесно. Садись. Что, отпустили за недостатком улик? Правильно, какой же ты стритрейсер без машины. Нет, парень, даже не надейся, я к тебе по делу. С тобой обошлись нечестно, такое нельзя терпеть. Рейзер кинул тебя, подстроил поломку. Такой вот он. Теперь он взорвался, возглавил черный список. Кстати, благодаря твоей тачке. И тебе нужно доказать, что ты гонщик, не друг копам и не лох. Скрываться будешь у меня, но сперва обзаведись приличной тачкой. Это Мия. Я отправлю к тебе одного парня. Мой друг, твой друг, ага. Ладно, сочтемся. Я так не со всеми, меня тут считают стервой. Ладно, удачи. В конце игрок сталкивается с Рейзером и получает обратно свою машину. В то же время Мия раскрывает свою должность офицера полиции под прикрытием и арестовывает всех участников черного списка, за исключением игрока. Не желая позволить самому разыскиваемому гонщику Рокпорта сбежать, Кросс призывает все полицейское управление Рокпорта преследовать игрока. Мия помогает игроку сбежать из Рокпорта, указывая им дорогу к непосредственному мосту. Игрок перепрыгивает мост на своем BMW М3 GTR и уклоняется от всех полицейских машин. В результате Кросс добавляет игрока на национальный список самых разыскиваемых, присылая ему статус «самый разыскиваемый». Я выбью тебя с первого места. Я выбью тебя из списка, а свою тачку ты не получишь. Понял, да? Довольно, Рейзер. Я не понял, откуда столько понта. Беги! Мы могли бы быть одной командой. И где второй? Не знаю. Ты хочешь сказать, что упустил самого крутого гонщика? Героя из черного списка? Нет больше списка. Забудь. Отправь, пожалуйста, все машины за оставшимся. Вообще все? Единой!
Игрок пробирается в Палмонт-Сити, но позже его ловит Кросс, который теперь работает охотником за головами. Дариус выплачивает Кроссу вознаграждение и помогает игроку чистить свою репутацию, помогая им сформировать команду с помощью Никики. После победы над каждым главным боссом команды игрок получает возможность нанять бывшего члена команды, который также раскрывает им более подробную информацию о гонке, в ходе которой игрок покинул город. Как только все боссы главной команды побеждены, Дариус передает игроку, возвращая их к Кроссу. Никки спасает игрока, заключая сделку с Кроссом, который обязует ее заплатить за игрока и участвовать в гонке с ними. Никки также рассказывает, что Дариус организовал гонку, за которой игрок сбежал и использовал их, чтобы захватить Палмонта. Поскольку Никки дезориентировал сложен колод, Дариус нанимает всех бывших боссов экипажей, которые были побеждены игроком. Игрок завоевывает территорию Сильвертона, снова побеждая всех бывших соперников и Дариуса в финальной дуэли в каньоне. Ключи в машине. Гоняй на здоровье. Но помни, всегда найдется кто-нибудь быстрее тебя. И рано или поздно он тебя догонит. Помимо возможности выбора собственного автомобиля, игрок управляет некоторым автомобилем во время некоторых сюжетных событий. Игрок управляет BMW M3 GTR в синей и белой цветной окраске на протяжении пролога Need for Speed Most Wanted. Машина возвращается к игроку после победы над Рейзером и может настраиваться с помощью визуальных опций тюнинга. Автомобиль также появляется в прологе Need for Speed Carbon, но разбивается после того, как игрок попадает в аварию на строительной площадке. Игрок управляет модифицированным Toyota Supra в виде ролика пролога Need for Speed Carbon. Саму машину в игре получить нельзя, игрок также получит ключи от Audi Le Mans Quattro после победы над Дариусом. Однако машина будет доступна лишь для режима быстрой гонки. Со слов Роджера, игрок участвовал в гонках Underground. Неизвестно, является ли игрок одним и тем же героем из серии Underground. В официальном руководстве Need for Speed Most Wanted персонаж игрока указан под именем Герой. Игрок изображен как мужчина на протяжении нескольких сюжетных линий, снятых роликов во всех появлениях в игре. Лицо игрока никогда не показывается, хотя оно частично раскрывается во время пролога Need for Speed Carbon. В Need for Speed Most Wanted актера, изображающего персонажа игрока в роликах с живым действием, зовут Пол Уокер. Но это не Пол Уильям Уокер, известный по роли Брайана Коннора в «Форсаж». И на этом история про игрока из игры Need for Speed Carbon и Need for Speed Most Wanted подходит к концу.
Всем спасибо за просмотр. Не забывайте план действий, который видите прямо сейчас на ваших экранах. А с вами был Михаил с канала Пайкмейкер.